Друг. Фейспелм. Серьезно? Друг — это тот, кто дроп даст. Это тот, кто флешечку подкинет вовремя. Тот, кто прикроет. Настоящая дружба. Есть одна сумасшедшая идея. Вот. Я бы хотел бы объединить бы вот, человечество во что-то в одно единое. Вот. Потом бы убил бы этого водителя, который мешает нам записывать видео. Вот, да, то есть идея заключается в том, чтобы люди как бы начали мыслить не по отношению там, друг к другу, что там какие-то замесы, национальности, войны и так далее, а чтобы вот мы были как бы единым целым, да, и мыслили бы уже глубже, вот, и как бы такая огромная вселенная, да, и столько всего там, еще один гомосяк, гомосяка едет. Ну, я бы вот хотел бы, да, действительно, чтобы мы объединились вместе, и чтобы мы вот, у нас было, что мы были как бы одним целым, там, не знаю, не то что даже народом, просто как бы мыслили единым целым, чтобы вот было направление двигаться вперед именно в развитии вселенной, чтобы куда-то там что-то разведывали территории, может быть, повстречали бы каких-то инопланетян и так далее, но при этом скорость бы намного быстрее бы увеличилась, если бы вот все там реально крутые умы планеты, да, двигались в этом направлении, а не направлении там разработать какое-то новое, какое-то оружие, да, чтобы там воевать друг с другом. Вот как бы вот такая у меня есть идея. Да, разделяю, но каких-то критерий конкретных, не знаю, не могу выделить. Оно просто как-то само собой происходит. Наверное, первое — это категория, которая начинается, наверное, со слов, вот, а вторая уже с поступков. И от этого могу как бы уже делать какие-то выводы. Безусловно, помогал и до сих пор как бы по возможности стараюсь помогать людям. Просто как бы, конечно же, говорить там разная, конечно, может быть помощь, вот, то есть, когда там, к примеру, я захожу там в супермаркет и стоит бабушка, которая не может там купить банально там каких-то продуктов, да, то есть я это вижу, мне как бы, когда есть возможность, я просто беру, иду скуповываюсь и просто как бы ей там даю, вот, или там даю просто денег, ну, как-то вот, не знаю, это нельзя сказать какая-то глобальная помощь, да, ну, это просто вот как-то от души идет. Были какие-то, наверное, ситуации, когда там у людей были какие-то там сложности, и приходилось их просто выручать, вот, ну, таких каких-то таких громких примеров я что-то, ну, они были, я примерно помню, но сразу так ответить не могу. Учить английский. Меня это напрягает занятие. Вот, при том, что моя девушка, она профессиональный переводчик вообще. Вот, и мы с ней sometimes подучиваем его, но очень тяжело мне это все дело дается. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы в этом преуспеть деле. А так, в целом, все нормально. Кумир? Ну, я тащился от игры Хитона и Поти. Если не в киберспорте, что-то вот именно такие у меня появились именно кумиры именно в киберспорте первые. Никогда не фанател там. Не, мне очень нравился такой персонаж, игрок, как Зидан, вот, который выиграл Лигу чемпионов недавно с Реалом. Ну вот мне он нравился как, в принципе, как игрок, да, там, ну и в целом, как, не знаю, какой-то персонаж. То есть в детстве для меня я его так видел. Роберто Карлос. То есть я футболистами, короче, увлекался. Мой братан родной, он профессиональный игрок в футбол. Мы с ним много с детства вообще общаемся, то есть там смотрим и так далее. Ну вот, есть футболисты, короче, были. Ой, ну, наверное, что-то летало, может.
какой-то фиг знает, какой-нибудь, ну, драконом таким, как из «Властелиновых колец», таким жестким. Ну, для меня, я верю в Бога. Вот. Для каждого человека это что-то свое, особенно для тех, кто говорит, что они атеисты, но при любой сложной ситуации, которая складывается у них в жизни там, с близкими, либо ну, где-то там какая-то опасность, даже в том же самолете, они начинают себя вести уже по-другому. Вот. И, конечно же, это забавно наблюдать. Но для меня, я верю, но большинство людей, это вот мой личный вывод, они верят, просто не обязательно в Бога или там у каждого своя религия. Вот. Но во что-то свое, во что-то доброе. Вот. Человеку это нужно просто. Да. Вот планы есть скоро на острова попасть. Когда будет отпуск у всех геймеров. Для тех, кто не знает, да, как бы у нас есть своя такая ассоциация геймеров, и мы там как бы обсуждаем, когда у нас там выходные и так далее. Так вот, в августе планируется у большинства игроков отпуск, и вот планируем полететь в Доминикана, своей компанией. Вот хочется пока туда попасть. Фобия. Да, у меня раньше была аэрофобия. Она длилась довольно-таки долго, и то есть я ее как бы разогнал психологически, ну, мне было реально сложно летать. То есть она постепенно шла и прогрессировала, но затем работать психологом около, ну, где-то, наверное, года полтора. Вот. Но этот психолог, он у нас в коллективе, то есть я не ходил целенаправленно к этому человеку. Вот. И мы с ним постепенно, плюс я смотрел, интересовался в интернете, есть ли аэрофобия у людей, как вообще все это происходит. И узнал, что 20% планеты как бы имеют такую фобию, вот, по статистике. Есть люди, которые просто не летают вообще. То есть как бы есть целый там институт в Москве, где там реально вот люди туда приходят и говорят, мы там не летаем там вот 5 лет уже или там всю жизнь вообще, вот все пипец, с ними работают, то есть они проходят целый курс. Но вот у меня примерно похожая была ситуация, только ну, не был я в этом институте, но я тоже вот много изучал, прорабатывал постепенно и в итоге как бы все нормально, смог как бы побороть эту фобию, хотя это нелегко на самом-то деле. Но есть забавные фобии. Мне понравилась фобия боязнь утки, которая на тебя смотрит. Есть такая фобия. Лучший день своей жизни. Ну, сложно так сразу, конечно, вспомнить. Ну, один из лучших дней моей жизни точно приходит сразу в голову. Это победа на Extreme Masters'е, первая, в 2010 году. Это один из, наверное, может лучший, может один из точно. Я думаю, все-таки происходит такая дружба, но мне кажется, что если девушка симпатичная, то мужику, короче, всегда ее хочется что-то с ней замутить. Вот, то есть они как бы дружат до поры до времени. Вот, если девушка так себе, то вариантов того, что они продружат дольше, как бы больше. Поэтому, ну, я считаю, что у меня есть подруги, и у нас с ними ничего не было, и мы как бы дружим. Вот, но все равно, я вам уже сказал, как происходит все. Я отношусь положительно. Как бы часто хочется сказать, в таких вещах должна быть мера, но здесь, как бы, я так понимаю, меры практически нету. Но татуировки это прикольно, особенно которые классно сделаны, мне нравится. Вообще как бы нет проблем с этим. Какие-то уже такие там пирсинг там жесткий или вот эти туннели в ушах, ну, мне не очень, допустим, нравится. Но вот прикольный пирсинг
тоже прикольно. Там, когда у девочки там где-нибудь сережка там в носу там, или что-то такое, это часто бывает, очень прикольно смотрится. Но опять-таки, то есть модно стало вот этот вот, когда вот здесь в носу, да, вот здесь вот посередине, ну это как у быка, ну не знаю. И причем как бы это должно быть модно. Ну не знаю, мне как-то это странно очень смотрится, хотя... Ну, не знаю, наверное, ребенка. То есть как-то, если это можно сказать, что это ценный подарок, то, наверное, это все-таки ребенка, моя дочка. Вот. Ну, а если с чего-то из материального, то надо вспомнить. Но мне почему-то кажется, что в детстве, который папа мне дарил робокопов, там огромных таких роботов, там, мне они очень нравились, и они для меня были очень ценными. Еще нет определения. Раньше было много мыслей, потом все так в киберспорте затянулось, что не хочется даже, пока даже особо не думаю. Не знаю. Нет таких вот конкретных каких-то мыслей. Мне нравится то, что связано с съемками фильмов. Вот, мне бы хотелось, наверное, при возможности либо снять, либо в роли актера посниматься в каком-нибудь фильме, там, вот, особенно который связан был бы про киберспорт, про Counter-Strike. Я думаю, это была бы прикольная идея. Да не, ну я такого не буду представлять. Мои чуваки, когда-то в далеком 2010 году мы были у Мурата Джумашевича, того самого, в гостях, и он сказал: Даня, ты такой здоровый, большой в команде, ты ж береги, защищай своих ребят. Особенно тогда у нас там Серега Старик, Смаркелов, такие парни, щупленькие, да, вот. И после этого действительно я как бы стараюсь всегда заботиться о своих тиммейтах. Вот. И был бы актуальный вопрос, если кого-то отметили там из соперников. Я думаю, можно. Почему нет? То есть жесткое упорство, работы. Ну вот, к примеру, для меня лично, вот пример не в киберспорте, но вот в футболе. Это Месси и Рональдо. Ну, лично для меня, то есть два человека, в которых есть разница, пример таланта и вот жесткой работы. То есть Месси все-таки, как по мне, это футболист больше талантливый. Вот. И, безусловно, он, конечно, много тренируется, всего делает. Но Рональдо это тот чувак, который, да и про него, как бы, его тиммейты отзываются на протяжении долгих лет, что человек, который остается после тренировок, дорабатывает там, по 2 часа, ну и живет как бы этим на там, 1000%, да, в отличие от других. Вот. Поэтому здесь, то, наверное, то же самое. Есть чувак, который просто, ну вот у него пошло, у него начало все получаться, вот он прямо, да, вот его прет, вот, прям прет от того. А бывает чувак, который вот не получается, вот он садится, играет, нет, вот уже много времени проходит, но за счет того, что он все время проделывает какую-то работу, там, смотрит игры, изучает, тренируется, постепенно, он, если не будет сдаваться, будет все время двигаться, он придет к своей цели. Ну, радость — это, безусловно, вкус победы. Когда ты выигрываешь турнир, ты прям как тебя только что, когда наркотик употребил, просто все, тебя прет эйфория, ты просто счастлив, получаешь кайф. Когда ты проигрываешь, особенно, конечно, разные бывают проигрыши. Когда ты проигрываешь вообще так вот обидно, так, там, писечку, да, грубо говоря. То есть, ну вот, финал, там, вот у нас сколько этих финалов проигранных, это, конечно, проигрывать нужно уметь, ребят. Раньше, когда там 2006-2007 год, там, лет, там, получается, уже там 9-10 назад, я проигрывать не умел. Для меня каждый проигрыш это был большой стресс, это была депрессия, реально. Вот мы проигрывали, все, я уходил в себя, я не мог, ну, как бы вот нормальной жизнью жить в ближайшие несколько дней. Сейчас,
Ну, я пытаюсь относиться к этому трезво, вот. Могу сказать, что для этого тоже нужен скилл. Чуваки, люди просто, которые меня окружают, они как бы, мы много проделали работы по этому поводу. Проигрывать нужно уметь, жизнь на этом не заканчивается. Но, опять-таки, когда вот очень обидны вот эти финальные проигрыши, конечно, ты расстраиваешься, ты понимал, что ты был очень рад. То есть, с одной стороны, не так уж и все плохо, ты все-таки в финале, да, но с другой стороны, так же хочется выиграть именно это первое место. Но мысли о том, что нужно идти дальше вперед, и что не так уж все плохо, они как бы подогревают и говорят, что вот скоро будет оно первое, чуть-чуть осталось. Ну а когда конечно, ты вылетаешь из группы, вот, то есть ты понимаешь, что, нахера я это делаю? Особенно, когда раньше не было таких зарплат, не было таких призовых. То есть это ж недавно все это появилось. Тогда ты понимаешь, зачем я этим занимаюсь, ради чего? Ты взрослый чувак, тебе нужно там, у тебя там семья, там, да, тебе нужно там развиваться, там, и так далее. То есть у тебя там какое твое будущее? Вот на эти вопросы ты как бы ищешь ответы и не всегда на них находишь, да, правильные. И естественно, что вот такие проигрыши, они немного выбивают. Но, как говорит мой брат, чемпион не тот, кто там победил, скажем так, сегодня или проиграл, а тот, кто идет до конца. Вот, поэтому, наверное, это очень важно в такой ситуации. Да, такой сложный вопросик. Ну, фильм приходит в голову, конечно, по теме «17 мгновений весны», Штирлиц. Вот, думаю, нужно посмотреть всем. И книга – это, получается, 7 навыков высокоэффективных людей. Вот.